Всем привет! Меня зовут Наташа, рада вас видеть на своем канале. В этом видео шьем с вами бортики в кроватку. Такие бортики подходят на круглую кроватку, либо на 3 стороны прямоугольной кроватки стандартного размера 120 на 60. Такие бортики получились очень нежные, воздушные. И я их украсила стяжкой. В серединку поставила жемчужину. Шить буду из хлопка 100%. Посмотрите, какие нарядные здесь у меня цветочки. Комплект будет для девочки. Ткань я приобрела в магазине Полка хлопка. Заходите в этот магазин и выбирайте для себя нужную расцветку. Там их предостаточно. Все ссылки на магазин я оставляю в описании под этим видео. На комплект из 8 бортиков мне потребовалось по 1 метру ткани каждого вида. Ширина ткани 2,40. Перед раскроем ткань нужно продекотировать. Затем складываем лицом вовнутрь, складываю ткань пополам и выкраиваю 8 квадратиков 33 на 33 из розовой ткани. Это будут задние части бортиков. Затем я подготавливаю передние детали бортиков. Они у меня будут из 2 частей, из цветочков и розовой ткани. Из розовой ткани я выкраиваю 4 детали шириной 33 и высотой 35 сантиметров. Такие отрезы я выкраиваю из розовой ткани и из цветочков. 4 штуки. Затем разделяю пополам этот отрез ткани и разрезаю его. И у меня получится 8 деталей передней части. Точно так же нужно сделать из ткани с цветочками. У меня получается 8 деталей 33 на 33. Это задняя часть бортиков. 8 деталей 33 на 17,5, 8 деталей. И столько же из розовой ткани. Затем они будут соединяться в одну часть, вот так вот. И получится передняя часть бортика. Также я подготовила 16 завязок, 9 на 55. Мне потребуется 8 жемчужин, таких вот красивых. Они диаметром примерно 1,5 сантиметра. Я сейчас померяю, чтобы посмотреть точно. Да, они примерно 1,5 сантиметра в диаметре. Они хорошо себя ведут, уже много раз я их проверяла, они не облазят и хорошо сохраняют свою форму. Утюжим завязки, лицом наверх я складываю завязку и заутюживаю пополам, затем еще раз пополам, как бы в косую бейку ее формирую. И получаются вот такие вот завязочки. Затем свободный край с одной стороны я подворачиваю вовнутрь, примерно на 1,5-2 сантиметра, и в самый край прокладываю строчку на машинке. Так делаем со всеми завязками. Затем совмещаем лицом к лицу деталь из розовой ткани и с цветами. Сшиваем на ширину лапки, и получится у нас одна деталь передней части бортика. Идем на утюг и хорошо нужно все отутюжить. Затем собираем бортики
К лицевой стороне я прикладываю по одной завязке с одной и со второй стороны. И затем прикладываю заднюю частью. Скалываю по всему периметру иголочками, и нужно оставить отверстие для выворачивания. Оставляйте примерно 7-9 сантиметров, чтобы вошла ваша ладонь. Я оставляю отверстие сбоку. Вы можете оставить снизу, либо так же, как я, сбоку. Собираем так все 8 бортиков. Заготовки для бортиков у меня готовы. Убираем все лишние ниточки, смотрим, чтобы не оставалось иголок, и выворачиваем на лицевую сторону. Выправляем все уголки. Когда вывернули все подушки, их нужно отутюжить хорошо. После того, как вывернули бортики на лицевую сторону, их нужно хорошо отутюжить. Отверстие, через которое выворачивали, там у нас заутюжатся припуски, и потом будет легче их зашить. Можно зашивать либо на машинке на 0,1 от края, либо вручную потайными стежками. Затем находим середину на подушке, отмечаем серединку и будем сюда потом вставлять нашу бусинку. Наполняем подушку шариковым холофайбером. Холофайбер должен быть белого цвета, однородный, без барашков. И тогда у вас бортики будут легкие, пышные, и наполнитель не будет сбиваться. И самое главное, такой наполнитель не будет рыхлым и не будет подушка как бы буграми идти. Она будет ровная и аккуратно смотреться. Наполняем сначала уголки, а затем в самом конце серединку. Набиваем так, чтобы подушка была плотная. Подушка практически готова. Теперь я беру иголку с ниткой и с лицевой стороны вставляю иголку в серединку, в ту отметку, которую мы делали. С лицевой стороны нужно обязательно начинать, потому что у нас есть узелок, и чтобы его не было видно с изнаночной стороны, потому что у нас там не будет никак закрыто это отверстие, просто будет стяжка. Я хорошо соединила слои между собой, зафиксировала их, и только потом я стягиваю бусинкой. В это же отверстие я вставляю иголку с ниткой и несколько раз хорошо стягиваю бусинку. Затем с лицевой стороны я делаю несколько узелков и прячу нитку. Можно сделать пуговку, также ее обтянуть, например, тканью, будет очень нарядно смотреться. Либо взять бусинку поменьше, тоже будет интересный вариант. И посмотрите, как аккуратно с одной и со второй стороны получается. У меня получилось 8 подушек. У меня получается 8 штук подушек. Очень нежный цвет. Получается хлопковые завязки, прочные, которые прослужат вам долгое время. Мои воздушные бортики полностью готовы. Так они выглядят на кроватке. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новых видео. Отмечайте меня в Инстаграме, либо в группе ВКонтакте под своими работами. Всем до новых встреч и пока-пока!